Пишу это сейчас в отчаянном страхе. Моя девушка в данный момент занята на кухне. И именно ее я сейчас боюсь больше всего. А ведь начиналось все довольно неплохо. Я студент одного из ростовских вузов. Мне 19 лет. Учусь хорошо. Можно сказать, что женским вниманием я обделен, так как я далеко не красавец. И вдобавок при этом у меня куча комплексов. В общем, девушки никогда на меня внимания не обращали. И я на тот период времени был уверен, что останусь одиночкой на всю жизнь. Однако я ошибался. Осенью после пар мне нужно было зайти в магазин, чтобы купить моему младшему брату подарок на день рождения. Я остановился у прилавка с игрушками и стал думать, какую же игрушку выбрать. Краем глаза я заметил красивую девушку лет 20, которая стояла неподалеку. Она была настолько красива, что я смотрел на нее и не мог оторвать взгляд. Вдруг она взглянула на меня и улыбнулась. Я сначала даже не поверил. Она улыбнулась мне. Я как идиот продолжал на нее смотреть. Я даже не думал подойти к ней и познакомиться. Она не могла быть моей, просто не могла. Придя в себя и поняв, что у меня никак не может быть девушки, я продолжил выбирать игрушку для своего брата. А она тут как тут. Подошла ко мне ближе и тихонько произнесла: «Извините, а можно с вами познакомиться?» Боже мой, вот это да! Офигеть! Вот такие несуразные мысли пронеслись в тот момент в моей голове. А дальше все пошло как по маслу. Я и сам удивился, как все хорошо получалось. Мы ходили в кинотеатр, гуляли, радовались жизни. Я был счастлив. Мои друзья, узнав, что у меня появилась такая девушка, очень удивились и не верили. Да я и сам себе не верил. Прошел где-то месяц нашего знакомства. Я с Ксюшей, моей девушкой, снимали квартиру в одном из старых домов Ростова-на-Дону. Все было отлично. Вот только я постепенно начал отходить от счастья и стал более реально смотреть на мир. И увидел некоторые странности в Ксюшином поведении. Во-первых, у нее не было ни друзей, ни подруг. Да и как-то сторонилась она людей. Во-вторых, она практически ничего не рассказывала о себе. Говорила лишь, что она сирота, жила в одном из маленьких городов Ростовской области и приехала в Ростов на заработки. Также сказала, что работает в одном из магазинов с таким названием, которое никогда не слышал. В общем, странно это было. Ну да ладно. Главное, что я ее люблю, а она любит меня. Так думал я в тот момент. Но чем дальше, тем интереснее становилось. Я стал замечать, что Ксюша с каждым днем все хорошеет и хорошеет. Даже начал шутить, что у нее за волшебная косметика такая. А она в ответ только улыбалась. А однажды, придя домой вечером, я заметил, что Ксюша стоит перед зеркалом. Мне захотелось ее обнять. Подойдя к ней и кладя ей руки на плечи, я невольно посмотрел в зеркало и в ужасе отпрянул. В зеркале вместо отражения моей прекрасной Ксюшечки было отражение старой и страшной старухи. Ксюша очень удивилась моему поведению и, взглянув на меня, спросила, все ли в порядке. Я посмотрел снова в зеркало и не увидел отражения старухи. Сказал, что все нормально, просто устал. После этого я долго не мог прийти в себя. Меня тревожило увиденное, и ночью никак не мог уснуть. Было уже 3 часа ночи, и сна ни в одном глазу. Ксюша лежала рядом со мной и, по-видимому, давно уже спала. Я же все лежал на боку с закрытыми глазами и пытался заснуть.
как вдруг почувствовал, что Ксения встала с кровати. Ну, думаю, в туалет пошла. Ну что тут такого? Но прошло 3 минуты, и я не услышал звука открывающейся двери туалета. Тогда я открыл глаза. Моя девушка стояла на полу и как-то неестественно двигала головой. Признаюсь, я обомлел от страха и даже побоялся ее позвать, молча наблюдая за происходящим. Так она стояла минуты 3, а потом буквально упала обратно на кровать. Я был в шоке и так и не смог заснуть до конца утра. А ведь утром надо в универ идти. Сидя на парах, я попытался проанализировать все, что происходило со мной за этот месяц. Начал вспоминать странные взгляды людей на Ксюшу, когда мы с ней гуляли по городу. Особенно запомнилось, как одна цыганка подбежала ко мне и предложила погадать. Мне, в принципе, было интересно, но Ксюша твердым голосом сказала: «Спасибо, не надо, мы спешим». Хотя мы никуда не спешили. Помню, с каким испуганным взглядом смотрела цыганка на Ксюшу. Но я этого тогда не замечал. Я ведь был просто на 7-м небе от счастья. И вот только теперь задумался над этим. Меня так одолел сон на первой паре, что я сразу же после нее пошел домой. Ксюши дома не было. Видимо, ушла на работу. Хотя кто ее знает. Я был не уверен ни в чем. Добравшись до кровати, я лег и сразу же заснул. Проснувшись, я ощутил небольшую боль в голове. Но теперь ко мне начали приходить более-менее трезвые мысли. Вчерашний день и ночь мне показались обычным кошмаром. И я начал уверять себя, что старуха, которую я видел в зеркале, плод моего воображения. А увиденное ночью – приступ лунатизма моей девушки. И никакой мистики тут нет. Чтобы в этом убедиться, я решил покопаться в тумбочке моей девушки. Хоть меня совесть и отговаривала, но я должен был обрести душевное спокойствие насчет Ксюши. Увы, ничего, что меня могло успокоить, я там не нашел. Никаких фотографий, документов. Когда она вернулась домой, я понял, что начинаю ее бояться. Я избегал ее взгляда, прикосновений и разговоров. Спросить же вопросы, волновавшие меня в тот момент, я не решился. Сославшись на болезнь, я провалялся в кровати весь вечер. Ночь же, слава богу, прошла нормально, без мистики. Но я все-таки решил днем найти ту цыганку, предлагавшую мне погадать. После пары я направился к подземному переходу, где в прошлый раз была эта женщина. Хорошо это или плохо, не знаю, но цыганка была там. Мне было почему-то страшно ее спрашивать насчет Ксюши. Может, я боялся узнать горькую правду? Но когда я подходил к цыганке, мое сердце билось все сильнее и сильнее. Я подошел к ней вплотную, но слова не выходили из моего рта. Цыганка же с любопытством смотрела на меня, видимо, стараясь вспомнить. Когда я все-таки спросил, помнит ли она мою девушку, цыганка изменилась в лице и начала быстро-быстро щебетать на непонятном мне языке. От этого языка мне чуть дурно не стало, и я ее остановил. «Хватит! Скажите, пожалуйста, что с моей девушкой?» Ее ответ меня поверг в шок. Это был бред. Бред чистой воды. Цыганка была сумасшедшей. Не дослушав ее, я быстрым шагом ушел от этого места подальше. Она поведала мне вот что. Моя девушка – ведьма, пожирающая человеческие души. Хоть и выглядит она как девушка, на самом деле ей 93 года. Чем больше душ она пожирает, тем моложе становится. После этих слов я не выдержал и решил пойти в церковь, чтобы поставить свечку за Ксюшу.
Успешно сделав это, я вернулся домой, хоть и совсем не хотелось. Но выбора-то у меня не было. Возвращаясь домой, я смеялся над словами цыганки. Это же надо было придумать такую чушь. Но с другой стороны, часть моего подсознания, видимо, поверила ее словам, так как я стал бояться все больше и больше. Когда я пришел домой, Ксюша начала спрашивать меня, как дела, выздоровел ли я и что-то подобное. Я ответил, что все хорошо, и она может не беспокоиться. В этот день я лег спать пораньше, так как меня клонило ко сну из-за очередного сумасшедшего дня. Ксюша же все еще занималась какими-то делами на кухне. Я спал. Мне снились нечеткие сны, как вдруг что-то заставило проснуться. Открыв глаза, я чуть не умер со страху. Ксюша лежала впритык ко мне, с открытыми глазами и со странной улыбкой. Она улыбается посреди ночи мне? Я как идиот продолжал с ужасом на нее смотреть. Я все еще пребывал в состоянии шока, когда она сказала: «Ты зачем за меня свечку в храме поставил?» Ее глаза были полны ненависти, несмотря на ее застывшую улыбку. Я, парализованный от страха, долго еще лежал и смотрел на нее. Она же закрыла глаза и просто заснула. Утром я, конечно, после такого не пошел в университет. Но и она почему-то осталась дома. И сейчас что-то делает на кухне. Мне страшно. Прошу вас, друзья, помогите мне. Что мне делать? Прошу вашего совета. Если вам понравилась эта история, не забудьте подписаться на канал. Нажмите колокольчик и получайте больше новых и страшных историй на ночь.